Здравствуйте, друзья! Люди Венеры и первые расы. И снова Хаукола. Каждый день я узнаю что-то новое и стремлюсь делиться этим с вами. Ссылка на статью в описании. Сегодня я познакомлю вас с юмористическо-фантастической книгой Георгия Бореева «История гуманоидных цивилизаций Земли». Автор Георгий Бореев. Лемурия. Если говорить о нашей кальпе, о 1000 последних югах, то первая в этой кальпе человеческая раса Земли создавалась махатмами, великими учителями Венеры. Сейчас на Венере существует 8 высокоразвитых цивилизаций, 2 из них гуманоидных. Эти великие существа живут и работают на астральной и эфирной Венерах. Нам, землянам, всегда помогали хатторы. Так венериан, прилетавших на Землю, называли и атланты, и гиперборейцы, и древние египтяне. В те седые времена хатторы жили на физической Венере, а сейчас эти ангелоподобные существа имеют рост 7 метров мужчины и женщины 5 метров. Матово-белую кожу, большие-большие прямо-таки гигантские синие глаза и маленький алый рот. Когда я посещаю их прекрасные города в райских кущах астральной Венеры, то мне кажется, что я попал на 7-е небо. Хотя это вовсе и не 7-е небо, и даже не 5-е, а всего лишь 4-е небеса. Женщины-хатторы все очень красивые, и такие умные, такие задушевные, что не влюбиться в их тела и души простому землянину просто невозможно. Планета Земля в то детское время была приближена к Солнцу на расстояние 750 миллионов километров, и вся материя на ней находилась в расплавленном или в газообразном состоянии. И зеленеющая Венера тогда фактически являлась луной Земли. Плотный носитель для наших душ, обитавших тогда на Фаэтоне, создавался на Земле из эфира. Это были облакообразные люди высотою до 80 метров и выше. Длина волны наших физических тел и всего нашего трехмерного мира сейчас равна 7,23 сантиметра. Люди первой земной расы имели длину волны своих тел 5,5 сантиметров. Это диапазон элементалей и некоторых тонких привидений. Первый земной человек был круглый и лысый, как колобок, упругий и полупрозрачный, как надутый детский шарик. Он мог кататься, ходить, летать против ветра, проникать сквозь землю, распадаться на части и вновь соединяться. Первая раса никогда не имела физических тел, поэтому она и не умирала. Люди просто растворялись и поглощались телами собственного потомства. Со временем Земля все более отдалялась от Солнца, и тела землян становились все грубее и плотнее. Вторая раса образовалась из первой. Это были уже облака пара и газов высотой до 50 метров. Если первая раса размножалась простым делением и перетеканием астрала и эфира из одной формы в другую, то у второй расы разделение происходило сложнее. Оно напоминало современное размножение планет. Эфирное тело, в котором заключалась монада, бессмертная духовная единица, было окружено яйцеобразной сферой ауры. Когда наступало время размножения, то эфирная форма просто выталкивала свою монаду из яйца. Этот зародыш рос и уплотнялся, питаясь аурой родителя. Постепенно он отпочковывался и рвал пуповину, унося с собой собственную сферу света. Гиперборея. Приблизительно до середины третьей расы, лемурийской, люди были эфирообразными и бесполыми существами. Они жили везде – на Земле, внутри планеты, на облаках, под водой. Человек был непроницаем для любого состояния атмосферных условий и физических температур. В это время Земля отдалилась от Солнца примерно на 120 миллионов километров. Планета остывала. Земная кора затвердела, образовав на Северном полюсе огромный и единственный праматерик – Гиперборею.
Концентрация больших масс материи на полюсе мешала равномерному вращению планеты. Тогда Махатмы Венеры и другие садовники Земли решили раздробить Гиперборею на множество материков и островов. Они изменили орбиту одной из блуждающих планет, и та громко врезалась в Землю, разрушив Гиперборею. От удара земной шар сплющился, сошел со своей орбиты и стал быстро вращаться в обратную сторону. Моря и океаны блуждающей планеты состояли из нефти. Она частично выгорела, дав углерод для биомассы Земли, а частично ушла под землю, чтобы обеспечивать теплом и энергией развитие будущей цивилизации. Через несколько миллионов лет на этом месте из океанских пучин всплыли новые земли. Их заселили красивые белолицые люди с 6 пальцами на передних руках. Еще у них было много грудных сосков и загнутые вовнутрь ступни. А сзади из головы людей рос костяной рог. Этих веселых и находчивых гуманоидов, талантливо прожигавших свою жизнь на райском острове Туле, древние греки называли гиперборейцами. В конце юрского периода между атлантами и гиперборейцами случилась термоядерная война, в результате которой вся земля Гиперборея затряслась, забулькала и опять исчезла в пучине океана. И бывший экватор снова стал Северным полюсом. Цивилизация Немезиды. Разделение полов, или иначе грехопадение, связано с прибытием на Землю инопланетян из созвездия Лиры. Планетарная система в этом районе галактики ушла вперед на одну ступень эволюции по сравнению с Солнечной системой. В то маленькое время долговязые лирианцы лишь начинали раскручиваться, только пытались осваивать космические путешествия. Они были еще примитивны и в техническом оснащении, и в плане духовной мудрости. Часто между ними возникали конфликты и ссоры. Велись неловкие войны с применением нехороших мыслей и термоядерного оружия. После очередной такой липкой войны лирианцы разделились на 2 группы. Те, которые хотели крепкого мира, навсегда покинули свои дымящиеся от пожаров планеты. Праведные лирианцы ушли в бескрайний космос на примитивных ракетах, напоминающих сегодняшние шаттлы. Другие, самые доисторические и толстые, остались на родных просторах сражаться друг с другом до полного поумнения. Сотни лет и тысячи зим корабли мирных лирианцев бороздили миры, обживая подходящие планеты, пока не запнулись о нашу Солнечную систему. Расторопные гуманоиды быстренько подумали, посовещались, а потом развернули свои ракеты и основали лирианские колонии на 4 слезоточивых планетах. Сначала они поселились на самой циклопической планете – Немезиде. В то сказочное время Немезида еще не была звездой, хотя вокруг нее уже тогда раскручивали сальто 12 огромных лун. Это была самая толстая планета нашей системы, после, конечно, Солнца. Ее период обращения вокруг светила 3600 лет, а угол наклона плоскости орбиты Земли 33 градуса. Немезида была шире Юпитера в 2 раза, а вокруг нее вращались 4 планеты, больше и тучнее нашей Земли. Атмосфера в те времена на Немезиде была, ну прямо скажу, не сахар. Метан, бутан, пропан. Короче, вдохнешь и пропал. Пришлось лирианцам первое время на обживаемой планете ходить в металлических скафандрах. Но они тут быстренько расстарались, построили огромные города-шары из стекла и металла. Потом туда под стеклянные колпаки надули кислород с азотом и стали в теплых домах ходить без штанов, без рубашек своих скафандров, без галстуков и противогазов. Ну, совсем как маленькие дети. А в окружавшие их суровые будни лирианцы выпустили пузатеньких бактерий и зубастенькие клеточки растений. И те бактерии-инфузории сразу как с цепи сорвались. Вмиг переработали весь газ метан, бутан, пропан в живительный эфир и озоновый эфир, в зеленые ели и соловьиные трели.
Когда зеленые насаждения и птичьи песнопения покрасили планету в лирический цвет, бледнолицые жители стеклянных городов выпустили в них себя. А потом выпустили в бушующие леса и тучные реки Немезиды из своих городских зоопарков десятки тысяч животов животных, рыб и птиц. До этого они собрали представителей фауны и флоры на разных планетах, созвездия Лиры, и привезли с собой в старенькой помятой ракете каждой твари по паре. Дальше было еще чудесатей, полосатей и интересатей. Быстренько обжив Немезиду, часть лирианцев оттуда стремительно прифантилась на Фаэтон, а с Фаэтона примарсилась на Марс, а с Марса на последней гравицапе полетели на Землю. И пока лирианцы были белые и пушистые, как первый снег в холодильнике Сибирь, жизнь на этих планетах тоже звенела чистыми и звонкими струнами, подобно моей неугомонной лире. Это был отрывок из фантастической книги Георгия Бореева «История гуманоидных цивилизаций Земли». Ссылка на книгу в описании под этим видео. Спасибо за просмотр, дорогие мои. С вами был Домовой. Не забудьте оставить лайк под видео. А еще буду рад, если подпишетесь на мой канал и включите колокольчик для уведомления о новых видео. Всем пока, ребятки.